Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о злободневных и острых карикатурах Виталия Подвицкого про нашу жизнь. Замечательный карикатурист Виталий Подвицкий известен своим острым и злободневными карикатурами на нашу действительность. Его вполне можно назвать человеком, чей адрес Советский Союз. Он родом из Белоруссии, детство провел на Украине, а потом переехал в Санкт-Петербург. Правда, с учебой не слишком заладилось, поэтому, как и положено, в 18 лет его призвали в армию. Зато там он впервые смекнул, что забавные рисунки, которые нравятся армейскому начальству, и оформление всевозможных стендов позволяет основательно сгладить тяготы армейской службы и вообще быть на хорошем счету. После армии Подвицкий решил поступить на юридический факультет, поскольку в то время, начало 90-х годов, эта профессия считалась очень престижной. Правда, учиться на юрфаке ему было скучно, на лекциях он рисовал всевозможные карикатуры, а на 4-м курсе стал работать в питерской бульварной газетенке. Платили мало, но зато работа была по душе и интересной, не чета скучной юриспруденции. Да и в то время политическая карикатура могла быть сколь угодно острой и пошлой, иногда даже чересчур. Но молодого карикатуриста это не смущало. Он чувствовал, что находится на своем месте и нашел занятие себе по душе. Правда, специального образования так и не получил. По словам Подвицкого, его учила сама жизнь. Спустя 6 лет он расстался с той газетой и стал свободным художником-карикатуристом. Накопленных денег хватило, чтобы в 1998 году приобрести компьютер, на что его знакомые только посмеивались. «Ты что, на нем играть будешь? Лучше бы в бизнес деньги вложил и какой-нибудь ларек организовал». Но компьютер для творчества оказался незаменимым. Его карикатуры стали более технологичными, да и объем вырос в разы. Всего в активе Подвицкого около 10 тысяч всевозможных веселых рисунков, хотя, конечно, далеко не все из них по-настоящему удачные. Творчество карикатуриста, по его мнению, сродни работе шахтера. Уходят в мусорную корзину сотни рисунков, пока, наконец, не удастся найти по-настоящему удачный. А еще это постоянный поиск свежих идей, без которых любая карикатура теряет смысл. Нужно быть в тренде и в курсе всегда соответствовать всем современным запросам и требованиям. Подвицкий и соответствует. В последние годы он переключился на политическую карикатуру. Впрочем, куда более интересны его обычные, жизненные рисунки, как, например, насмешка над мнящим себя красивыми некоторых особо потертых жизнью женщин. Тут и до знаменитой уродливой герцогини Квентина Массейка недалеко. Смеется Подвицкий и над чересчур умелыми в управлениях автомобиля девушками, способных довести до инфаркта, подаривших им этот автомобиль мужей и любовников. Вроде бы и тема достаточно избитая, но художник все равно находит какие-то новые ключи к ней. Не обходит стороной деятельность клиник пластической хирургии, выполняя подтяжку лица, и смеется над автомобилистами, не следящих за техническим состоянием своего автомобиля. И в трактовке Подвицкого все уже это классические образы карикатуры, где через насмешки и сатиру отражаются имеющиеся проблемы. А как вам карикатуры Подвицкого? И должен ли художник так строго следовать всем имеющимся сейчас трендам и желаниям сверху? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора. До новых встреч!